А наша программа продолжается, и продолжает ее тема храпа. Так вот, сегодня храп в нашей программе будет лечить замечательный доктор, директор Института уха, горла и носа в Нью-Йорке Игорь Михайлович Бронован. Профессор Бронован – знаменитый лор-врач. В раннем детстве родители увезли его из Советского Союза в Америку, но любовь к родине осталась в семье навсегда. Профессор отлично говорит по-русски и с удовольствием приезжает в Россию лечить людей. Он избавляет их от храпа, гайморита, ларингита и других болезней уха, горла и носа. И делает это невероятно быстро и элегантно. Он заботится о том, чтобы воспоминания пациентов о лор-операциях были самыми приятными. Вы знаете, вот мы, ничтоже суммы не ошибся, взяли кусок колбасы для того, чтобы показать вам наш ротовой полость. Вот это вот висящая часть сзади, часть – это так называемая увула, язычок мягкого неба. Вот этот язычок является одной из самых частых причин храпа, потому что у людей с ожирением он увеличивается в размерах, перекрывает вот этот просвет дыхательных путей, и когда вы воздух вдыхаете, этот язычок вибрирует. Вот отсюда возникает храп, но может возникнуть даже остановка дыхания во сне. Вот суть операции сводится к тому, чтобы этот язычок удалить. Вот так. Но величие наших докторов в том, что в отличие от меня, орудующий на колбасе скальпелем, они пользуются совершенно уникальными приборами, лазером, тонко, идеально точно удаляя язычок мягкого неба, да так, что через 2 часа после операции человек может спокойно идти домой и уже никогда не храпеть. Как это происходит, увидим ровно через минуту. Далее в нашей программе. С вами снова здоровье, дорогие друзья. Мы с вами в операционной лор-врачей. И у нас здесь находится пациент, который храпит. Я хочу представить вам наших докторов. Игорь Михайлович Бронован, директор Института уха, горла и носа Нью-Йорк, Дмитрий Семенович Горин, Москва. И у нас спит пациент, и рядом с нами блестящий врач-анестезиолог Марк Гальперин. Вы знаете его как повелителя боли. Но вот лучшие повелители боли – это анестезиологи, как Марк Яковлевич. Итак, Игорь Владимирович, мы видим все на экране. Что у пациента? Это классический больной. У него классическая апния, значит, остановка дыхания. У подобных больных до 60 раз в час дыхание может становиться на 30-40 секунд. Практически эти люди больше не дышат, чем дышат. Это страшный стресс на организм. Во время этих эпизодов подскакивает давление до 200, а кислород падает до ужасного уровня. Во-первых, это страшный стресс на сердце и легкие. И, конечно, у людей инсульты, инфаркты, они не высыпаются. Страшная болезнь. Эта проблема называется по-научному апноэ во сне или остановка дыхания во сне. Язычок мягкого неба увеличивается с маленького вот до такого большого. При каждом вдохе воздух проходит через глотку в гортань, а затем по трахее и бронхам поступает в легкие. Во время сна все мышцы дыхательных путей расслабляются. И если просвет дыхательных путей был изначально сужен, например, избыточными тканями мягкого неба, то во сне эти ткани могут провисать и соприкасаться друг с другом. В результате стенки провисающих тканей глотки колеблются, и мы слышим храп. Иногда эти стенки могут полностью сомкнуться, и тогда воздух вообще не проходит. Возникает остановка дыхания во сне, а это смертельно опасно. Сегодня от этой проблемы доктор Бронован избавит пациента. Итак, что за инструменты у вас в руках? Значит, сегодня мы работаем с электрическим скальпелем. Опять же, это процедура, которая должна быть выполнена правильно. Тут техника врача в этом случае абсолютно самое важное, потому что если ты удалишь недостаточно, так апнея у больного останется. Если же удалишь слишком много, так при глотании пища начнет попадать ему в носоглотку, что абсолютно недопустимо. И поэтому мы производим очень аккуратно, во-первых, диссекцию. Во-вторых, я стараюсь лично не удалять миндалины, а подтягивать мягкое небо. И за счет этого нам удается и избавить больного от апнии,
и в то же самое время это намного менее болезненно, чем при удалении миндалин. Вот доктор все время говорит апния, апния, потому что он из Нью-Йорка. Мы по-простому говорим апноэ или остановка дыхания во сне. Под контролем видеокамер врач удалит избыточную ткань, мешающую дыханию. Просвет дыхательных путей восстановится, и человек сможет спать спокойно. Итак, вот сейчас уже довольно значительная часть ткани удалена. Я правильно понимаю, Игорь Михайлович? Так, значит, все мягкое небо удалено. Теперь мы зашиваем очень-очень аккуратно, потому что тут самое важное. Тут мы должны подтянуть мягкое небо, чтобы выправить именно всю боковую стенку, натянуть максимально, чтобы открыть дыхание, но не слишком, чтобы не начались проблемы. И сразу после операции пациенту будет больно глотать, например, и так далее, или нет? Мы заранее все предупреждаем, что первая неделя тяжелая для больного. Как бы мы ни старались, но горло побаливает. Мы рекомендуем холодную, мягкую пищу. Так что, это больные очень мотивированные. Поэтому, конечно, немножко придется помучиться. Но неделя, это все-таки стоит того. Еще и похудеете, потому что глотать больно. Операция подходит к концу, мы уже не будем мешать докторам. Итак, особые методы лечения храпа и остановки дыхания во сне, когда удаляется провисающее мягкое небо и заново конструируются правильные дыхательные пути. И главный оперирующий хирург сегодня директор Института уха, горла и носа Нью-Йорк. Вы видите, что он прекрасно говорит по-русски и приезжает в Россию, готов помочь каждому из нас. И Дмитрий Семенович Горин. К нам в Москву приезжают лучшие доктора со всего мира, но и вся московская медицина открыта для всей России. Сегодня с полисом обязательного медицинского страхования вы можете обратиться в любую московскую больницу, и лечить вас будут действительно прекрасные доктора.